We're going to get into Daniel chapter 1, I promise. Хорошо. Перейдем к Даниила 1 главе, как я и обещал. I'm going to teach chapter 1 before lunch, and then we'll get to chapter 2 after lunch. Да, Даниила 1 главу я до обеда вам преподам, а уже вторую после обеда. I just want to say one more thing here, kind of in general, to introduce the book. И я хотел еще одну вещь сказать так в общем, как вступление к книге. The history of the Old Testament for Israel was based on Egypt. История ветхозаветная израильская основывалась на Египте. As a nation, they were born out of Egypt. Как нация, они родились при исходе из Египта. And then, as a young nation, they were threatened by Egypt through the years. И, будучи молодым государством, они испытывали угрозу со стороны Египта многие годы. There were some other smaller nations. I'll just quickly restate this. Maybe I did not make it right. То есть жизнь Израиля как нации изначально и в более поздние годы даже определялась Египтом. Соседством Египта. Как история Украины определяется Россией во многом. Более сильные, более сильные. So Egypt was stronger, at least for like quite a bit of time. Да. Right. По крайней мере, на раннем этапе их истории Египет был намного сильнее, Египет был доминирующей силой. Они сформировались как нация в Египте, Египет им достаточно долго угрожал с востока, с юга. There were a lot of smaller kingdoms in here, closer to Judah. Было много меньших царств вокруг Иуды расположено. The Philistines were a threat. Филистимляне были угрозой. Ammon and Moab and Edom. Амон, Моав, Эдом тоже не давали спать. They were smaller threats. Они были меньшими угрозами. Phoenicians and Arameans. Финикийцы, арамейцы с других боков. They were also smaller threats. Тоже были угрозы, но меньше. But they were very close. Но они были все очень близко. So they're mentioned a lot in the Old Testament. Поэтому они многократно упоминаются в Ветхом Завете. But what we would think of as a superpower, но что мы видим как такую сверхсилу, сверхдержаву того времени? Starts with Egypt. Это Египет. And then introduces Assyria. Сначала сверхдержавой был Египет, потом появилась Ассирия, then Babylon. Потом Вавилон. And these we would call them today, we would call them superpowers. И мы бы их в наше время уже назвали сверхдержавами, да? And there will be two more that will be introduced. Глобальные игроки. И еще две, которые мы увидим немножко позже. Persia, Персия, Мидо-Персия. which is really Medial Persia, Да, right? Да, Мидо-Персия, на самом деле. But it was mostly Persia. В основном все-таки Персия больше, чем Then Мидия. Greece. И Греция. And then Потом, finally Rome. И потом, в конце концов, Рим. And I drew them in this way for a reason. И я таким образом их нарисовал по определенной причине. So we can think about them geographically as well as historically. Чтобы мы о них могли мыслить даже в географических пределах, не только в терминах хронологических. Because the prophets will speak a lot of north and south. Поскольку пророки много говорят о северном и южном царстве. They don't speak as much about east and west. И они не так много говорят о западе и востоке. Some, but not so much. Некоторые упоминают, но не часто. In Daniel 11, we've got a whole chapter dedicated to the king of the south and the king of the north. В Даниила 11 главе, например, целая глава повествует нам о царе северном и царе южном. So north and south is a theme in Jerusalem's prophecies. И поэтому это север и юг — это значимая тема в пророчествах израильских. In their eschatology prophecies, they go to the north and then to the far north. В своих эсхатологических пророчествах Израиль идет на север, и потом еще дальше на север. They also talk about the east and the far east. И также говорится о востоке и еще больше востоке, еще более дальнем востоке. And occasionally they speak about the west and lands beyond their knowledge. И потом они говорят уже о западе и о землях за пределами их знания.
So those are some of the themes we want to pay attention to as we work our way through this book. И по мере того, как мы продвигаемся по книге Даниила, нам нужно уделять внимание и этим темам тоже. Because the sequence of judgment upon Israel is going to be Babylon, Persia, Greece, and Rome. Judgments over Israel. Да, потому что суды над Израилем будут двигаться именно в такой последовательности. Вавилон, Персия, Греция, Рим. In other words, the story of the throne being vacated and the throne being reseated. Иными словами, история о том, как престол оказался незанятым и престол снова был занят. From the Jewish perspective, the throne is vacated, the throne is reseated. Вся вот эта история, да, она еврейскими глазами выглядит как история от незанятого к занятому престолу. From the Gentile perspective, the story is world domination. Но с языческой точки зрения это история того, как разные государства доминировали, владычествовали над миром. And it's the story of Babylon, Persia, Greece, and Rome. И это история сверхдержав, да, Вавилона, Персии, Греции и Рима. And it goes east, east, west, west. И история двигается по следующему направлению: восток, восток, запад, запад. Okay? And that east-west dynamic is one that we are comfortable with today. И нам комфортно мыслить вот в этой западно-восточной плоскости в наши дни, да, мы мыслим запад-восток, запад-восток. After the discovery of the New World, the planet was divided east and west. Discovery New World. Columbus and the Да, discovery после of того, America. как Колумб открыл новый мир, Колумб открыл Америку, то вот уже мир начал разделять, да, себя на запад и восток. And on into the modern times, after World War II, we have the Cold War with the Soviet Union, and the world is east and west. И вот вплоть до 20 века, да, когда у нас была холодная война, и там Европа и США на западе, и Советский Союз, и все остальное на востоке. And so sometimes it's useful to think in terms of east and west. И порой довольно полезно и практично мыслить в терминах запад-восток. And I believe the book of Daniel supports that. И я думаю, что книга Даниила также поддерживает такое мировоззрение. Because it starts in the east Поскольку она начинается на востоке, with Babylon and Persia, с Вавилона, с Персии, but it finishes in the west with No. Greece and Rome. заканчивается она уже в Риме, там, где Греция и Рим. And the Заканчивается prophecies, на западе, Греция и Рим. the prophecies ultimately culminate with Rome. И все пророчества в итоге указывают на кульминацию, которая случится в Риме во время римского доминирования. On the statue, we've got feet На статуе у нас там есть ноги, да, with toes. с пальцами. Tell me how good my art is. Да. Скажите мне, какой классный художник, да? In the chapter 7 prophecy, we have a beast. В 7 главе пророчеств там у нас есть зверь. And the beast has 10 horns. У зверя 10 рогов. All right? Tell me again how good my art is. Скажите мне снова, какой я крутой художник. But the emphasis is on the fourth beast, Но акцент делается именно на 4 звере, the fourth element of the statue. 4 элементе статуи. There is not a fifth empire. Не будет 5-й империи. There are only 4. Есть только 4. Babylon, Persia, Greece, and Rome. Вавилон, Персия, Греция, Рим. Okay? And it's this fourth one that's destroyed when Christ comes at his kingdom. И вот эта 4-я империя будет уничтожена, когда придет Христос и установит свое царство. And so, remember that as we talk about these prophecies starting this afternoon and on into tomorrow. Помните об этом, когда мы начнем исследовать пророчество, уже начиная с сегодняшнего дня после обеда и завтра будем говорить. We have great themes that go east and then west, but they end with the west. И у нас есть вот великие пророчества, связанные с Западом, снова с Западом, и потом, которые пророчества двигаются на восток. Okay, let's look at Daniel chapter 1. Восток, восток, запад, запад, да. Питання, а чому, наприклад, Єгипет і Асирія не рахуються як за... So, why don't we count Egypt and Assyria as superpowers? Well, we do,
Но мы считаем их сверхдержавами. from the past, Это сверхдержавы прошлого. but they never again have power after the rise of Babylon. Но после того, как Вавилон возвысился, они уже никогда не вернулись к былому могуществу. They will be important when we study horns on the beast. Они будут иметь для нас некоторую важность, когда будем мы исследовать рога зверя. So we will talk about 7 heads. И мы поговорим о 7 головах. And there will be a passage where we'll have to discuss 6 and then 7. И у нас там будет отрывок, когда мы поговорим о 6 и о 7, об этих числах. So when we are talking about 6 kingdoms, И когда мы говорим о 6 царствах, then Egypt and Assyria will be part of that message. то Египет и Ассирия будут частью этого послания. But otherwise, they're empires of the past and they don't threaten Jerusalem at all in the future. Но, как бы, с другой стороны, это уже сверхдержавы прошлого, и они никак не будут угрожать Израилю и Иерусалиму в будущем. Oh, good question. Thank you. Но это очень хороший вопрос, спасибо. Okay. Daniel 1:1 says, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah. Даниила 1:1 говорит, начинается со слов «В 3-й год царствования Иоакима, царя Иудейского». И сейчас я посмотрю, секундочку. Daniel 1:1. What does it say? Daniel 1:1. Yeah. I'm just checking. Jehoiakim. So this is like this last king of Judah who was taken to the Babylon, Jeremiah 52, and No, kept alive. Jehoiakim was his dad. Окей, да, Иоаким, все правильно, Иоаким. Джеффания. No, No. Jehoiakim is the dad of Jehoiachin. Jehoiachin. Да. Окей, я got it. Все хорошо, Иоаким, все хорошо. Okay. And the 3rd year of his reign is 605 BC. Итак, 3-й год правления Иоакима это 602 год. So we start in 605 BC. Простите, 605 год до нашей эры. There will be other captivities as well. Будут и другие пленения. Ezekiel will be carried away in 597. И Иезекииля уведут в плен в 597 году. And of course, the city is destroyed in 586. И, конечно, город целиком будет разрушен в 586. But the beginning of the story starts in 605. Но вся история начинается с 605 года. And it is a significant year that's spoken of in the historical background that we skipped over. И это значимый год, и о нем говорится вот в том историческом контексте, который мы с вами проскочили. So when you do that reading, you will have to pay attention to the 605 BC date that appears there. Поэтому, когда вы будете читать там уже в внеучебное время, пожалуйста, обратите внимание на 605 год и что там происходило в это время. Okay. In your notes, I tell you about Nebuchadnezzar. В заметках я говорил вам там про Навуходоносора. There were 4 different Babylonian kings with that name. The only one we care about is number 2. Было вообще 4 вавилонских царя с этим именем, и единственный, как бы, кто нас беспокоит, это под номером 2, который был Навуходоносор II. It has different spelling in Jeremiah and Ezekiel, but it's the same Nebuchadnezzar we're talking about. В Иеремии и Иезекииле там немножко по-другому его имя произносится, но это тот же самый Навуходоносор. And you have some things there. He was a very great builder. He built the hanging gardens of Babylon. Ну, вообще, Навуходоносор был великолепным строителем, он построил висячие сады в Семирамиды в Вавилоне. But the interesting reference to him in Jeremiah 27, he is called the servant of God. Ну, интересно, о нем говорится в Иеремии 27 главе. He's a servant of Yahweh. О нем сказано как о слуге Яхве, слуге Божьем. Now, God, of course, could have an unbeliever for a servant. Конечно же, Бог может себе в слуги, служителя взять и неверующего тоже. But the truth is, Nebuchadnezzar gets saved. Get saved. He does get saved. Но истина в том, что Навуходоносор спасся, он был спасен. And we're going to see the moment of his salvation in our study in Daniel. И мы увидим момент его спасения вот при нашем изучении Даниила. Навуходоносор раб мой, в синодальном переводе раб мой. Some folks may want to debate when he gets saved. То есть люди могут спорить на тему того, когда он спасся.
And I think I will win that debate with my argumentation. И я думаю, я такой спор, такие дебаты смогу выиграть с моими аргументами. And we'll see that today as we work our way through these early chapters. И мы увидим это сегодня, когда будем исследовать вот эти ранние книги, главы книги Даниила. Да. Еремия, какая глава? Еремия 27:6. Okay, so in the early part of the chapter here then is the story of how Nebuchadnezzar comes and he takes captives. Итак, начало книги Даниила повествует о том, как пришел Навуходоносор и взял пленных. So let's read the first 6 verses. Давайте прочитаем первые 6, First 7 verses. первые 7. В 3-й год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осудил его. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, в которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И 7 тоже. И переименовал их начальник евнуха Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Okay, thank you. Спасибо. So in your notes you'll see the information related to Daniel and his 3 friends. И в ваших заметках у вас тут есть информация касательно Даниила и 3 его друзей. In point 5, their description. В пункте 5 вот есть как бы описание. Страница 3, пункт, глава 1, пункт 5. Interesting though, look at the description of these boys. Why were they selected for politics? И интересно, обратите внимание на вот эти описания этих парней. Почему их избрали, чтобы сделать политиками? We're told that they're young. Было сказано, что они были молоды. Young people are better than old people. Молодые люди лучше, чем не молодые. Why are young people better than old people? В каком отношении они лучше, людей постарше? They are more teachable. They are more teachable. Да, они более обучаемые. They are more manipulative. Ими проще управлять, ими проще манипулировать. They can They are more, or they easy to manipulate. Easy to be manipulated. Yeah, Yes, yeah, yeah. yes. A young person can go to college and learn about evolution. Молодого человека можно отправить в колледж, в университет, он там наслушается про эволюцию. They can learn about socialism. Он там может послушать про социализм. They can learn about other homosexuality. Он может послушать там в университете про гомосексуалистов. They can learn about a whole lot of stupid things that are going to hurt them. Он может наслушаться огромное количество всякой глупости, которая в итоге лишь помешает ему. And they will believe these things because they're young and stupid. И молодые люди поверят всему этому, потому что они молодые и глупые. Also, there's a lot of pressure to learn what their friends are learning. А также есть сильное давление на молодых людей, чтобы, скажем так, узнавать все то, что познают их друзья. Especially if you can separate the young people from their parents. Особенно если есть возможность отделить молодых людей от их родителей. So by taking Daniel and his friends away from Jerusalem, he's away from parents and grandparents, the elders of his people. Поэтому, когда Даниил был забран в плен, его, по сути, вырвали от его родителей, от его там бабушек, дедушек, от всех старейшин его народа. But we see that Daniel and his friends, they stay faithful to the Word of God. Но мы видим, что Даниил и его друзья остались верными Слову Божьему. That's why I like seeing it when children are in Sunday school. И вот это я хочу увидеть в жизни детей в воскресной школе. And when the children are learning the scriptures, because that's going to sustain them when they go to college.
И если дети в раннем возрасте исследовали Писание, это поможет им продержаться, когда они отправятся учиться в университет. Okay, so they're youths, they're also without defect. И Without также defect. сказано, что это были люди без телесного изъяна, да, без дефекта. And they're good looking. Они хорошо выглядели. Now, why is that important? Почему это важно? Because they're going to be put in politics. Поскольку они будут заниматься в будущем политикой. And good-looking politicians always do better. И политики, которые хорошо выглядят, всегда имеют лучшие результаты. In the ancient world and in the modern world, И это было так в древности, так и в современном мире. the appearance of a person can take them a long way. Внешний вид человека может сильно его или ее продвинуть. In the ancient world especially, the pharaohs and the kings were representatives of the gods. И особенно в древнем мире, когда вот эти все цари, вот высшие руководители считались представителями Бога на земле. And so you would never have a hunchback or a dwarf that would be representative of a pagan god. Ханчбек. Or a dwarf. Ну, поэтому в любом случае вы не могли бы себе позволить, чтобы какой-то, скажем так, плохо выглядящий человек с горбун, например, или человек там, ну, с каким-то телесным изъяном представлял вашего Бога. Or any kind of a disability, a deformity of the feet or the arms. Да, то есть, или, ну, вообще любого рода какая-то, ну, какой-то телесный изъян, если там у него искривленные руки, ноги, вы бы его, ну, не поставили представлять Бога. By the way, even in Mosaic law, Даже, кстати, закон Моисеев. a hunchback or a dwarf could not be a priest in the Levitical priesthood. Да, карлик или горбун, ну, карлик или человек, ну, как бы с горбом, он не мог быть частью левитского священства, он не мог представлять священство. God made clear that the purpose of spotless and blameless in a lamb was to paint the picture of the perfection of Christ. И Бог пояснил, что, ну, Бог дал понять позже, что почему надо было приносить агнца без телесного изъяна, да, и без всякого пятна, потому что это было как символом незапятнанности и совершенства Сына Божьего, агнца будущего. And so pagan nations did something similar with their exaltation of handsome people. И вот в языческом мире что-то похожее происходило, когда они, скажем так, превозносили красивых людей. And besides being attractive, they also had to be smart. И помимо того, чтобы быть привлекательными, также им надо было быть умными. They had to show intelligence and ability to serve in the king's court. Им нужно было показать интеллект, способность к наукам и способность служить при дворе. Because they get put in school for 3 years to learn the language of the Chaldeans. Поскольку им предстояло быть помещенными вот в эту школу, где они должны были выучить обычаи и язык халдеев. Книги и язык халдейских. And Question. yes. А по поводу того, что преподаватель говорил, что они были как заложниками, это больше историческая такая информация? So this information you gave in the very beginning, that they were like hostages. Mm-hmm. So is it more historic information, or we could find it somewhere in the Bible? Well, we're told right here how they were taken in verse 3, right? Ну, в 3 стихе уже нам сказано, как они были взяты в плен. To bring some of the sons of Israel, including some of the royal family of the nobles. So we're told how they were captured there in verse 3. То есть в 3 стихе сказано, как они были взяты в плен. And how they're brought back. You're right, the chapter does not use the word hostage in the text. Ну ты прав, в этой главе, в самом тексте слово «заложник» не использовано. Okay. But there's no doubt that's what was happening. That's why they were taken. So was it a regular practice of that Regular days? practice. Да, то Yeah. есть это была регулярная практика тех дней. То есть это как бы не может быть сомнений, что именно это было целью. Культура просто того времени. So that was a culture of that. So it was like a double purpose. So from the one hand they took the best and taught them and made them servants. From the other hand they took them as hostages and Yeah, it serves 2 purposes. Because you want to have control over Jehoiakim in да, но Jerusalem. цели было как бы 2, да, то есть с одной стороны как бы ваша цель
как-то держать за жабры и Иоакима, который там в Иерусалиме, и, чтобы он не распускался там. Поэтому вы берете заложников. You can also start to groom the next king. You can start to groom and prepare somebody to replace Jehoiakim. Да, и также вы можете, взяв вот этих уже из этого молодняка, потихоньку воспитывать потенциального будущего царя, которого вы поставите со временем вместо Иоакима, своего человека. And that was also common. Да, это была распространенная практика. Okay, now when they get to school, Daniel has a problem with the menu. И когда они отправились в школу, у Даниила возникли проблемы с меню в школьной столовке, в университетской столовке. They have all the best food from the king's table. У них была самая лучшая еда с царского стола. But the problem is the food is going to defile them. Но проблема была в том, что эта еда могла их осквернить. So point 9 in your outline, I'll talk about the defilement. И в пункте 9 вашего этого конспекта я вам немножко больше написал про осквернение. We don't know exactly why. Мы не знаем, в чем была проблема с этой едой. But in Daniel 1:8 he says it would be a defilement. Но в Даниила 1:8 сказано, что эта еда смогла стать причиной осквернения. Daniel made up his mind that he would not defile himself. И Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами. So maybe there were prohibited items, like in Leviticus 11. Может быть, там в меню входили какие-то компоненты или какие-то животные, которые были запрещены книгой Левит. It's possible that the Babylonian menu included pork, for example. Вполне возможно, что меню вавилонян включало в себя, например, свинину. It also could have been meat that had been sacrificed to idols. Но также возможно, что эта еда приносилась в жертву идолам. And the idolatry would have been a problem in Exodus 34:15. И идолопоклонство было большой проблемой, как мы это читаем в Исходе 34:15. Either way, it doesn't matter. Daniel had a problem and he was looking to find a solution. Но как бы то ни было, у Даниила возникла проблема, и он сейчас начал искать пути решения. I like some of the expressions that are found in these verses. Вот вопреки всем выражениям, которые мы видим в этих стихах. Because in verse 8 we're told that he goes and he seeks permission from the commander. Вот мы видим, что в 8 стихе говорится, что он идет к начальнику евнухов и спрашивает его разрешения. We haven't read verse 8 yet. Somebody read verse 8, please. Кто-то прочитайте 8, пожалуйста. Ваша милосність. Да, 1:8. І покладений я собі на серце, що він не осквернить їжею царя, та питвом, що той сам його пив. І просив від начальника євнухів, щоб не осквернити. Okay. And so he solves his problem with humility. И Даниил свою проблему решает очень смиренным образом. He goes to the commander to make a request. Он приходит к начальнику и с просьбой просит его. And in verse 9 we find out that God gives him favor or grace in the eyes of that commander. И в стихе 9 мы читаем, что Бог дал ему благорасположение и милость в глазах начальника евнухов. In fact, the Hebrew here says favor and compassion. Да, в еврейском говорится, благорасположение и сострадание. Chesed and rachmim in the favor and the compassion. Beautiful Hebrew terms. Да, замечательные вот эти вот еврейские термины, там, хесед и еще один, да, то есть расположение и сострадание. And so the commander wants to help Daniel. И начальник евнухов хотел помочь Даниилу. But the commander has a problem. Но тут уже у начальника возникла проблема. And his problem is Nebuchadnezzar, the king. И проблема начальника была в том, что Навуходоносор был царем. If Daniel and his friends look less healthy than the other hostages, then that's going to be a problem for this commander. И если бы Даниил и его друзья выглядели более отощавшими, чем другие заложники, то тогда бы у начальника уже возникли проблемы. And so Daniel makes a suggestion. И Даниил выдвигает предложение. And again, all of this reflects a humility on Daniel's part. И опять же, все это нам указывает на смирение Даниила, смирение с его стороны.
So he takes leadership among his friends and he offers a test for 10 days. Он, скажем так, от лица своих друзей предлагает провести небольшой эксперимент. And then he says, after that, you can make a decision and we will abide by your decision. И он говорит, давайте сделаем опыт в течение 10 дней, и потом вы примете решение, и мы подчинимся вашему решению. He says in verse 13, deal with your servants according to what you see. В конце 13 стиха Даниил предлагает, да, начальнику евнухов, вот, поступай дальше с рабами твоими, как увидишь. And so I view this as a pattern for young people, a pattern for anyone in our prayer life. И я вообще-то вот вижу это как хороший пример для молодых людей, для вообще для всех людей в молитвенной жизни. Because we may have supervisors at work in our employment that will be unbelievers. In prayer life or work or marketplace life. Marketplace like work. Yeah. Working life. I'm sorry. Working life, yeah. Да, я прошу прощения, не в молитвенной жизни, а в вашей в карьере, да, в вашей жизни на работе. Потому что у вас могут быть начальники на работе, где вы работаете, да, или в других местах, где вы находитесь. And so I'm making a request to have my schedule adjusted. I want to be in church on Sundays, and my boss wants me to work on Sundays. И, например, вы можете, вот, если ваш начальник хочет, чтобы вы работали в воскресенье, вы можете подойти к нему с просьбой, что я хотел бы в церковь пойти по воскресеньям. Можно ли как-то подкорректировать мое расписание? See, I'm very blessed at Austin Bible Church. I don't have to work outside of the church. То есть меня Бог благословил в Библейской церкви Остин, что мне не надо работать помимо церкви. I used to. For 8 years, I was a county sheriff in the jail. Country sheriff. Да, я работал на работе, как все, в 8 лет я был шерифом в тюрьме. And so I worked in the jail as a police officer watching inmates. Я в тюрьме работал как полицейский офицер, присматривал за заключенными. I did that for 8 years, including 4 years where I did both the church and the jail. И я этим занимался 8 лет, и в течение 4 из этих 8 лет я одновременно присматривал и за заключенными, и за церковью. So I know what it's like when you have an unbeliever for a boss. Поэтому я знаю, каково это, когда у тебя неверующий человек за начальника. And then you have to have the humility to make requests and to offer suggestions. И тебе нужно определенное смирение, чтобы приходить с просьбой, выдвигать какие-то предложения, вести переговоры. And then the willingness, if they make a bad choice, you have to submit to the authority that's over you. И в случае, если они примут неправильное, плохое решение, вам нужно подчиниться той власти, которая есть над вами. And as I read verse 13, I think Daniel would have eaten the food if the commander told him to. И я думаю, вот исходя из 13 стиха, что если бы начальник евнуха в конце концов сказал Даниилу есть эту пищу, он бы съел. Because he says, deal with your servants according to what you see. Поскольку он говорит в конце 13 стиха, что затем поступай с рабами твоими, как увидишь. But it worked out because when the commander looked at them, they were healthy. Но все сработало, потому что когда начальник евнухов на них посмотрел, они выглядели вполне здоровыми. In verse 15 we see that their appearance seemed better. В стихе 15 мы видим, что он увидел, что они даже лучше выглядят. They were fatter than the other youths. Они, так скажем, покрепче, полнее телом были. Sometimes having some fat is a good thing. То есть в то время, как бы, видимо, at that time they were supposed to have. Да, в те времена считалось, что если как бы ты так немножко жирка на себе носишь, то это хорошо. Да. It was a sign that you were wealthy and powerful if you had. То есть полнота была признаком того, что ты богатый, у тебя есть власть, тебе не надо там бегать, суетиться. That's why in Hebrew the word kavod speaks of weight and speaks of glory. Да, и вот почему в еврейское слово кавод говорит о тучности, да, и это хорошая вещь. Тучные там поля и так далее, это признак славы. That's why I'm pleased to have more glory than I did 2 years ago. И вот почему я рад, что у меня больше славы, чем было 2 года назад. Okay. Все хорошо. So they go to school and they do very well for 3 years. И вот они поступили в этот университет и не очень хорошо справлялись все 3 года.
Okay, and the time frame on this is a little bit of a puzzle. И в какое именно время это происходило, в какой период, тут немножко загадочно. We know that they were captured in 605. Мы знаем, что в 605 году они были взяты в плен. It's not entirely clear that the school year starts in September. Неясно с совершенно точностью, начинался ли учебный год в сентябре. We don't know if the 3 years of school could have included 605, 604, and 603. Мы не знаем, включали ли их 3 года учебы, вот это было 605, 604, 603. It's possible they could have finished 3 years of school in just 2 calendar years. И, может быть, они закончили трехлетний курс учебы даже за 2 календарных года. It's not really important, but we should understand that there is flexibility in the time frame here for this chapter. И как бы это, может, не так важно, просто нам нужно понимать, что есть определенная тут такая гибкость, варианты маневра вот, в толковании периодов в этой главе. Notice also the secular nature of their education. И также обратите внимание на светский характер их образования. Read verse 17. Прочитайте стих 17. «И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение и сны». See, they weren't in a Bible college. Они не учились в библейском колледже. The university at Babylon was very secular. Университеты в Вавилоне были очень светскими, по сути, по природе своей. Literature and wisdom. Литература и мудрость, книги и мудрость. And I think literature you could think of as the fine arts. И говоря о книгах, наверное, здесь были какие-то изящные искусства. And wisdom would also include engineering and science. А мудрость, скорее всего, включала в себя также естественные науки, инженерное дело, там, физику, науки и так далее. The actual Chaldean wisdom was centered on astronomy and science. Халдейская мудрость вообще она выражалась во многом в астрономии, вот в научных изысканиях. In point 8 in your outline, I talk about the Chaldeans, noted astronomers and mathematicians. В пункте 8, вот здесь на 4 странице, пункт 8, да, и в подпункте Б я написал, что халдеи были знаменитыми астрономами и математиками. The term Chaldean became synonymous with wise men. Термин халдеи стал синонимом для мудрого человека. Through the centuries, these wise men even developed into the group we later learn as the Magi. И вот в течение столетий вот это вот термин «мудрый человек», халдей, он даже вот потихоньку преобразовался в тех, кого мы вот сейчас называем волхвами. Да? So the Magi in Jesus' day come from what we're studying here in the life of Daniel. И волхвы из вот истории Рождества Иисуса, они как раз пришли вот из тех мест, из того контекста, который мы читаем сейчас в Даниила 1 главе. And so I think this is useful too if you're praying for your own academic success. И я думаю, что это также полезный отрывок, особенно когда вы молитесь за ваши учебные успехи. That God blesses studies beyond theological studies. Молитесь, чтобы Бог благословил ваше обучение помимо богословских каких-то дисциплин. If you're going to go into other fields of service, you still want God to bless what you're doing. Если вы идете учиться в какие-то другие места, в какие-то другие сферы, вы все равно молитесь о том, чтобы Бог благословил то, что вы делаете. I'm very proud of my oldest daughter. She went into cosmetology and she does hair. Я очень горжусь своей старшей дочерью. Она поступила там на курс, какой-то курс по косметологии. Она занимается стрижкой. And she's now an expert at changing your hair color if you want different hair. И она сейчас стала экспертом в изменении цвета ваших волос, если вам вдруг захотелось что-то новенького. And so she can make you a blonde if you want to be a blonde or redhead or yellow or pink. И она может вас сделать блондинкой или блондином, или волосы ваши может перекрасить в красный, розовый, в зеленый, в желтый, какой хотите. And I believe because God gave her wisdom in that school that she was in. И я верю, что это все потому, что Бог дал ей мудрость в той школе, в том заведении учебном, где она училась этому.
Because God blesses all realms of study for the servants that He puts where He wants them to serve. Поскольку Бог благословляет все сферы обучения для своих служителей, для своих рабов в тех сферах, куда Он их ставит. And these 4 Hebrew children are being blessed to become politicians. И вот эти 4 еврейских молодых людей, Бог благословил их стать политиками. And that's pretty impressive, I think. It's amazing. Меня это очень впечатляет. Меня это потрясает. Also, it's interesting that when Nebuchadnezzar gives them a job interview, И также очень интересно вот описание того, как Навуходоносор устроил им собеседование о приеме на работу. verses 19 and 20. Стихи 19-20. Can you read those verses, please? Почитайте, пожалуйста. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними. Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. This is a pretty extraordinary statement. Это очень такое интересное, необычное утверждение. It says they are 10 times better than all of the magicians and conjurers in all his realm. Он, сказано, нашел в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве. Now, in chapter 2, we're going to learn more about these guys. В главе 2 мы больше узнаем обо всех этих ребят. Magicians and conjurers are not usually politicians today. Тайноведцы, волхвы, они в наше время как бы среди политиков редко находятся. President of the United States has a Secretary of Defense. Например, у президента Соединенных Штатов, в его кабинете есть там министр обороны, секретарь госбезопасности. Secretary of State. Госсекретарь, это как министр иностранных дел. A Treasury Secretary. Верховный казначей, это как министр финансов. Okay, things like that. И все такое. He does not have a magician or a conjurer. В его кабинете министров нету тайноведца старшего или старшего чародея или старшего волхва. Старший Гарри Поттер, да? But in the ancient world it was very common. Но в древнем мире это было весьма распространено. To have fortune tellers. Иметь в своем ближнем кругу гадателей. Soothsayers to tell the future. Вот таких вот прорицателей, которые должны были тебе сказать будущее. Pharaoh in Egypt had a lot of magicians. У фараона в Египте было много таких придворных магов, да? Moses had to fight with those guys. They threw their staffs down. И у Моисея там с ними была прям битва экстрасенсов, когда он посох кидал. Babylon has a lot of these guys. В Вавилоне много таких тоже было. And Daniel's going to have to argue with them. И Даниилу тоже с ними пришлось поспорить. The ones that had the most, though, were the Romans. Больше всего таких было в Риме. The Romans were the most superstitious people ever in the history of the world. Римляне вообще были самыми, как мы их называем, не мистичными. У них было больше всего этих забабон и суеверий. Самые суеверные люди вообще в древнем мире. So they sacrificed a lot of oxen and a lot of geese and read a lot of entrails. The Romans did. Да, и они, получается, приносили в жертву много волов и множество там, внутренностей, их приносили внутренних органов в жертву, там целая куча разных обрядов магических было. Okay, so keep that in mind as we get into chapter 2 when we talk about these guys. И помните об этом, когда вот мы начнем говорить во 2 главе про всех этих ребят. But I think it's neat that when they graduate from college, they're 10 times better than those other guys. Но вот интересно, что когда Даниил и его друзья выпустились из университета, они оказались в 10 раз круче всех остальных. And that's actually pretty unusual. И это довольно необычно. I don't know what kind of work you guys do. Я не знаю, а вас, друзья, там, какой работой вы занимаетесь, что в вашей жизни происходит? But sometimes the best workers are the people that have been there a long time. Но обычно на такой среднестатистической работе лучший работник это тот, кто на этой должности дольше всех.
and maybe in the factory or at the store. Будь то там на фабрике где-то, на заводе, в магазине, даже в армии, может. Or think about different jobs you've done in the past. Ну, подумайте о разных работах, которыми вы там в прошлом занимались. Before I was in the army, before I was in the sheriff, I was in the army. До того, как я нес службу шерифа, я служил в армии. And before I was military police in the army. Я был в подразделении военной полиции в армии. But before I was in the army, I was a waiter in the restaurant. Но до того, как я начал служить в армии, я был официантом в ресторане. And lots of other things. Ну и еще много чем занимался. But the point is the longer that you're there, you get better at your job. Но идея в чем? Что чем дольше вы на своей должности, тем лучше вы с ней справляетесь. Тем более вы квалифицированы. And so sometimes you have older people that are very good at their job. И порой вы можете встретить уже более старших людей, которые очень компетентные в своей работе. And then a young person comes right out of college. И потом вот приходит в эту компанию, на какую-то подобную позицию, там зеленый молодой юнец прямо из университета. And the first day on the job, И в первый свой день на работе he thinks he knows everything. он думает, что он знает все вообще. He thinks he's so smart. Он знает, что он такой умный. Он думает, что он такой умный. Because he went to college. Он же в университете учился. And he's got a diploma. У него вот дипломчик вот есть. And he wants to change how they do everything at the job. И он приходит на работу и хочет, чтобы все поменяли там. Do you know what I'm talking about? Вы понимаете, о чем я говорю? And sometimes, if he's humble, И порой, если он смирен достаточно, the older people at the job can teach him what he doesn't know. то уже более старшие люди на этой работе, на этой должности, они могут его научить тому, чего он не знает. And sometimes he's not humble and you can't teach him. И порой он не смиренный, и вы ничему его не можете научить. But with Daniel and his friends, they really were the best people on the job. Но что касается Даниила и его друзей, они действительно были лучшими на своих должностях. And that was true on day one. И это было правда уже с самого первого дня. Because that's the kind of skill that God blessed them with for their service. И потому что вот такие особые навыки дал им Бог для их служения. He wants them to be so valuable to Nebuchadnezzar that Nebuchadnezzar will keep them in his service. Бог хотел, чтобы они настолько ценными были для Навуходоносора, чтобы Навуходоносор их при любых раскладах держал при себе. They're not going to be executed when Jehoiakim the king rebels. Когда Иоаким, царь Иерусалимский, взбунтовался, их не казнили, хотя они типа были заложниками. Because Jehoiakim rebels and he gets replaced by Jehoiachin. Потому что Иоаким взбунтовался, его заменили на Иехонию. And then Jehoiachin rebels and gets replaced with Zedekiah. Иехония взбунтовался, его заменили Сидекией. Zedekiah is his uncle, the brother of Jehoiakim. Да, Сидекий это брат Иоакима и дядя Иехонии. So from Jehoiakim to Jehoiachin to Zedekiah, we were dealing with the last three kings of Judah. То есть вот Иоаким, Иехония и Сидекия три последних царя Иудеи, ну или исполняющих обязанности царей, да? And you would think the hostages will be killed when Jehoiakim rebels. И вам бы, наверное, показалось, что, когда взбунтовался Иоаким, заложников должны были убить в Вавилоне. Or maybe killed when Jehoiachin rebels. Или, может быть, их должны были убить, когда Иехония взбунтовался. Or maybe killed when Zedekiah rebels. Может, в крайнем случае, когда Сидекия взбунтовался, их должны были уже. Or you would think that they would be groomed to become the next king in place of any of these guys. Или, может быть, вы подумали, ладно, их не казнили, но их, наверное, так немножко воспитывали, тренировали для того, чтобы заменить ими вот этих вот взбунтовавшихся царей. But none of that happens. Но не случилось ни того, ни другого. Because Nebuchadnezzar keeps them in his own personal service in Babylon. Поскольку Навуходоносор решил во что бы то ни стало держать их возле себя, чтобы они служили лично ему, там, где он был. He becomes the greatest king of all Babylonian history. Навуходоносор стал величайшим царем во всей истории Вавилона.
greater than Hammurabi or anyone else in Babylonian history. более величественным, чем Хаммурапи или кто бы то ни было еще во всей истории Вавилона. And I believe it's because of Daniel and Shadrach, Meshach, and Abednego. И я верю, что это случилось по причине того, что рядом были Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. And the wisdom they supplied to make Nebuchadnezzar the greatest king in Babylon's history. И это случилось благодаря той мудрости, которой они помогали Навуходоносору. Благодаря этому он стал величайшим царем в истории Вавилона. Okay, any questions on chapter 1? Хорошо, какие-то вопросы по первой главе? It's a pretty easy chapter. Довольно легкая глава. It sets the stage for chapter 2 and what follows. И она прекрасно закладывает фундамент для второй главы и всего того, что последует вслед за этим. Especially with these magicians and conjurers. Особенно, когда начнутся все эти магии, чародеи, гадалки, прорицалки, экстрасенсы и прочее. If you look at your chapter 2 notes in point 4, И поэтому вы посмотрите, если там во вторую главу комментариев, 4 пункт. I call these guys the Supernatural Advisory Board. Да, комитет советников по сверхъестественным делам, я их так назвал. And I don't know how Nina translated that into Russian. Yeah, it's good translation. Okay. Министерство экстрасенсов, да? A Supernatural Advisory Board. Да. And they're going to have a problem in chapter 2. Да, и у Министерства экстрасенсов возникла во второй главе проблема. And they're going to need Daniel and his friends to help them. И им понадобились Даниила и его друзья на помощь. And they're not going to like it. И то есть им понадобилась помощь Даниила и друзей, и вообще, когда те им помогли, им это не понравилось. Okay? And so what we have introduced in chapter 1 takes us to chapter 2 and prepares us for the message we have to get into there in chapter 2. И то, что мы читаем в первой главе, уже нас подготавливает к происходящему во второй главе, к тому посланию, которое мы там услышим.